Здравствуйте, мои хорошие, и добро пожаловать в Make Your Content. Это урок, посвященный строительству. Здесь я покажу самые основные моменты, и он рассчитан уже на тех, кто имеет некоторые знания в Blender. Но не волнуйтесь, мы уже на этой неделе начнем изучать Blender, поэтому вы тоже сможете спокойно воспользоваться всем, что я здесь показала. Для начала поговорим о том, как создавать объекты в нужном масштабе и как их вытаскивать из SL. Для этого нам понадобится обычный режим строительства. Любые примитивы, кроме деревьев и травы, вы можете создавать, изменять здесь полностью. Можете их подкрасить, хотя в блендере все равно это не особо будет заметно. Вот. Создаете их здесь. Обязательно это должны быть ваши объекты. И обязательно надо зайти с Firestorm, потому что в других клиентах я не нашла такой функции. Когда вы построили заготовку, я это сделала заранее, потому что не хочу затягивать этот урок слишком сильно. Выделяете заготовку, не обязательно объединять, можете просто выделить через Shift, правый клик, далее 2 раза, и вот здесь вы находите «Сохранить как». Обязательно выбираем вариант коллада. У нас появится такое окошко. Здесь мы ничего не меняем. Просто нажимаем «Сохранить как» и выбираем место, куда сохранять. У меня этот файл уже сохранен, я не буду его дублировать, поэтому отменю. Таким образом вы вытащите построенный вами шаблон из SL. Из SL можно вытаскивать объекты, которые вы создали непосредственно в режиме строительства, либо те, которые загрузили. Чужие объекты, даже купленный FullPerm, вы выгрузить не сможете. Во всяком случае легально, а нелегальные способы я вам не предлагаю и не рекомендую. Как видите, у меня тут уже есть загруженные, затекстуренные модели, но к ним мы вернемся немножечко позже. Открываем Blender. Сейчас я сделаю небольшую хитрость, чтобы вас не отвлекать. Там мы немножко закроем. Ну ладно, не буду так делать. Так. Когда вы загружаете модель, вам нужно нажать «Файл», «Импорт» и выбрать коллада Die. Выбираете ваш файл, и он загружается в большое количество объектов. Каждый объект, даже если вы объединяли перед этим в SL, будет здесь отдельно. И как видите, топология у них оставляет желать лучшего. Конечно, в теории можно выделить грани лишние и удалить их, но, во-первых, это долго. Во-вторых, как вы видели, только что появляются косяки. И в-третьих, даже если вы так выделите, и у вас будет чистенький прямоугольничек или квадратик, вы не сможете нормально, адекватно разрезать на UV-шку, потому что каждая вершина здесь отдельная. Вот видите, даже если я зажимаю Alt, я не могу сделать по окружности выделения. Выделяются только единичные грани. Это говорит о том, что здесь все сломанное. Можно, конечно, убрать дубликаты, но даже это не спасает. Поэтому лучше всего, на мой взгляд, это создавать с нуля свою заготовку. Как видите, у меня она уже есть. Здесь у меня максимально простая топология. Экономьте на всем, на чем только возможно экономить. Чем проще будет ваша модель, чем меньше у нее будет полигонов, тем меньше прим она будет весить, тем меньше денег вы заплатите, чтобы она заливалась. Это очень вам упростит жизнь. Здесь у меня еще достаточно грязный набросок. Если мы посмотрим, то увидим, что у нас тут очень много внутренних полигонов, которых на самом деле не видно. Их можно спокойно удалить. Ой, немножко не то нажала. Так, вот это вот, например.
их можно спокойно удалить. Также можно спокойно удалить полигоны вот в таких местах, где их не видно. Здесь лучше всего подогнать либо... Сейчас, секундочку. Так. Либо подобным образом, либо сделать наискось соединением. К тому же вот этот полигон, он тоже удаляется, потому что он невидим. У меня тут много щелей, я делала на скорую руку. В процессе еще умудрилась случайно сломать свою развертку, которую делала, поэтому в итоге запекание вышло не самого хорошего качества, но я просто уже устала и не стала переделывать. Как видите, у меня здесь еще нету развертки. Здесь стандартная развертка с примов представлена. Вот. После того, как вы сделали заготовку на основе той, что загрузили, эту часть вы удаляете и спокойно потом уже работаете дальше с нужной частью. Я на всякий случай проверю запись. Тут делала много попыток записать это и могла случайно не так нажать. Так, это у меня этот файл. Вот, сейчас посмотрим. Вот, этот файл у меня уже с удаленной моделью, но он все еще является черновым. Здесь у меня также еще нету развертки. Я не уверена, на каком этапе я случайно стерла ее. Но так вышло, что у меня даже сохраняшек не осталось с ней. Так, сейчас посмотрим. Да, вот. Это уже версия с развертками. Здесь я сделала автоматическую развертку, поэтому получилось совершенно нелогично. Видите, у нас прямоугольные длинные модели, но при этом у нас тут куча маленьких квадратов. По идее, так делать нельзя. Для зданий, если вы хотите действительно качественно сделать, то лучше всего, если вы хотите разные тени иметь на объектах, как минимум, тогда лучше всего будет разрезать каждую колонну, подогнать размер, чтобы правильно был, подогнать расположение текстуры, чтобы четко развертка шла сверху вниз, точно так же, как и здесь, и правильно свет падал в плане горизонтального расположения. И скопировать вот эту заготовку из этих, не помню, у меня их, по-моему, 7 штук вроде бы. Да, 7 штук. Из 7 этих штучек копировать уже сюда и сюда, вовнутрь. И для большего, пущего реализма можно еще разбить каждую из этих групп на отдельную текстуру. Это добавит качества, к тому же у вас будет освещение по-разному падать в этих местах. Как видите, у нас тут эти вогнаны являются частью стены. Эти больше декоративные элементы выступают из-за стены. И вот там еще внутренние. У них у всех, по идее, идет разное освещение, поэтому лучше всего разбить их на 3 текстуры. Да, мы подходим к вопросу текстур. Здания очень дорогие в плане текстур, потому что вам для достижения высокого качества понадобится делать просто огромное количество текстур. Некоторые креаторы даже разбивают пол, допустим, для такого помещения, разбивают его пополам, вот так вот как-нибудь, разбивают пополам и делают отдельно текстуру сюда и отдельно текстуру сюда. Причем, что я имею в виду, говоря текстуру сюда, они делают вот так. Вот. Полностью текстура занимает вот этот кусок. Так можно достичь довольно высокого качества текстур. Поэтому тут вы, конечно, судите как хотите, как вам удобно. Я делала на скорую руку развертку, потому что хорошую, как я уже говорила, я сломала. И здесь она идет довольно неаккуратная, но тоже неплохого качества. Конечно, при растягивании там все равно видно шум. Вот. Далее, в плане стекла
тоже желательно делать хорошую развертку, качественную, но можно обойтись и каким-нибудь таким вот решением. Но тоже получше, чем это, чтобы было больше похоже по форме. Авторазвертка, как видите, работает в данном случае не самым лучшим образом. Вот. Здесь я также делала скосы, чтобы у меня здесь пошли у нас аккуратненькие, видите, никаких пересечений, внутри удалены полигончики. А вот на колоннах я удалить забыла полигоны здесь. Но я их, по-моему, в версии с рендером я, по-моему, их удаляла уже. Также я удалила на этих и этих колоннах спинки задние, потому что их вообще никак не видно. А на этих колоннах я ставила, потому что их видно с внутренней стороны. Вот. Теперь открываем следующий файлик, где он тут. Мне почему-то сразу после второго, третьего. Вот. Да. Мой компьютер уже порядком устал. Я его тут уже не первый час мучаю. Ладно. А, да, я вспомнила, почему он вылетает. Пардон. Это же версия не там. Новый блендер. Мы здесь будем в основном делать рендер, но и некоторые моменты в плане моделирования здесь лучше реализованы, чем в старом блендере. Этим мы тоже будем пользоваться. Так, это я не то открыла. Немножко тороплюсь. Так, где тут вот оно? Рендер. Так, кстати, вот стекло запеченное у меня получается. Сейчас, надеюсь, нормально будет на записи видно. Настройки рендера. У меня здесь просто огромное количество лампочек всяких стоит. Я вот вам подсвечу, как у меня лампы настроены. Это Point вариант. А это у нас настройки для Aria. Aria дает более такой рассеянный, мягкий свет, не дает четких бликов. Очень хорошо подходит для освещения большого пространства. А Point дает более яркие блики. Сейчас я уберу стекло, чтобы показать. Вот, допустим, если мы уберем поинты, то вы видите, как у нас сразу меняется освещение. Здесь оно становится более мягким и рассеянным. Внутри оно появляется сразу такой легкий недостаток освещения. То есть такое бледненькое, но плавно освещенное мягко. А если мы снова вернем поинты, то у нас появляются более четкие тени. В таких моментах это, конечно, наиболее подходящий источник света. Стекло я не зря здесь убрала. Во время рендера я скрывала стекло. Да, можно настроить прозрачность и все такое, но под SL лучше просто убирать стекло и рендерить его отдельно, потому что все равно вы будете ставить прозрачность в SL, и потом может получиться, что вам придется перерендеривать. В общем, такое себе занятие. Я также еще ставила себе здесь задник вот такой, но в итоге, в конце концов, я его просто забыла включить, когда момент рендера пошел. Поэтому у меня получилось все равно довольно темно. Такой задник, он у меня довольно большой, может помочь добавить рефлекторный свет с мест, где не хватает освещения. Где-нибудь тут можем повернуть сейчас. Так, где у меня этот плейн? Вот он. Не сильно заметно, но когда мы добавляем освещение, ну, точнее, этот... Ой, слово вылетело из головы. Когда мы добавляем плейн, но все равно немножко светлее становится. Это больше заметно на рендере. И у меня здесь есть еще один минус, то что для рендера зданий лучше всего уменьшать вашу модель.
То есть у меня здесь она применена в том же размере, который у меня идет для SL. Но это слишком большое, и поэтому мне пришлось даже свет слишком сильно выкручивать. Чтобы достичь нормального рендера, более качественного и не так сильно морочиться с количеством и качеством света, лучше настраивать размер, ну, допустим, примерно такой. Лучше потом в фотошопе затемните там, где у вас недобор получился по контрасту и насыщенности, чем недобор будет. Да, вот так вот уже получше. В этом у меня был косяк, и поэтому у меня получились достаточно темные текстурки при запекании. Здесь на стекле этого не особо заметно, но я вам сейчас покажу, как это в SL выглядит, и вы сразу все поймете. Так. Сейчас. О. Когда подходит очередь стекла, вы просто его включаете и запекаете. Я убрала вот это. Включаете его и запекаете отдельно. К вопросу, как добавить глазики и отображение на рендере, это вот тут вот на этот значок фильтры. И здесь выбираете глазик и фотоаппарат. Фотоаппарат — это отображение на рендере, глазик — это просто отображение в сцене. Курсор — это возможность выделять объект. Обычно, когда вы куча попыток дает о себе знать. Когда вы запускаете Blender, то у вас только курсор, то есть возможность выделения сделаны. Но пара кликов, и вы уже можете контролировать сцену намного сильнее. Как видите, у меня здесь достаточно простой материал. Если вы работаете в связке с Substance, то можете добиться более интересных текстур. Да даже и без Substance можно сделать более интересные текстуры за счет фотошопа и пары скачанных текстур. Для неба я вот вам покажу сейчас. Это мы будем проходить в уроках, но тем, кому срочно надо, я вот так вот вам покажу, чтобы вы могли повторить эту связку. Это вот тут вот небо. Это чтобы вот иметь определенное освещение. Допустим, если мы сейчас сменим на вот такое, у нас будет более светленькое все. Так, я не ту стенку сняла. Вот, и стекло хотела убрать. У нас все будет более светлое. Можно вот фиолетовое. Будет более такие фиолетовые, синие оттенки в тенях особенно. Что-нибудь такое можно поставить тоже. Часто в зависимости от того, какое небо вы поставили, у вас будут разные рефлексы и оттенки, и блики на вашей сцене. Поэтому это важно. Вот очень удобная связочка. Тут еще можно с разными настройками повозиться. Но опять же, из-за того, что у меня сцена достаточно большая по размеру, у меня слишком большой объект, эти все изменения не так хорошо заметны, как на более маленьких объектах. Вот, я больше предпочитаю рендерить маленькие объекты, даже если мне нужно что-то большое, и вам же также советую. Сама вот немножко поторопилась, забыла. Для тех, кому нужен пример связки более сложного материала, когда вы используете уже заготовки из Substance. Сейчас у меня прогрузится. Есть подозрение, что сейчас вылетит. Нет, не вылетел. Если вы используете текстуры из Substance или из других программ где-то сделали, то вот такая связочка. Здесь у нас нормали, блеск и базовый цвет. Сейчас покажу, как это выглядит. Немножко путаюсь с поворотом колесика. Вот.
И получается достаточно хороший рендер. Видите? Я вытаскивала настройки кожаной ткани из Substance. У меня там очень много всяких текстурок тут. Я их всячески миксовала. Допустим, если мы сделаем так, у нас получится уже черный сапог. Вот этот переход я тоже в Substance делала. Я вам это тоже покажу, как делать. Довольно интересно. Хотя в этом товаре я его не применяла. Вот. И возвращаясь, собственно, к нашей модели здания. У меня почему-то во время экспорта из нового блендера и импорта потом в SL мне почему-то выдавало все время ошибку. Может быть, я что-то случайно выделяла или недовыделяла, не знаю. Но вот почему-то у меня выдавало ошибку, и чтобы проверить, я загрузила в старый блендер, и отсюда все прекрасно экспортировалось. Скорее всего, я что-то случайно выделяла или нажала и не заметила. Я еще только начала изучать новый блендер, поэтому могу легко упустить моменты. Здесь, как видите, у меня подразделено уже на несколько частей. Вот, допустим. Почему я сделала разделение на 3 части эти колонны? Потому что иначе загрузка получается такая, что вы не сможете пройти. Собственно, сейчас я вам это покажу. Так, это я сверну. Первый вариант здания, который я загрузила, был с объединенными этими запчастями. Тут можно это увидеть. Вот, видите? Эти 3 куска объединены между собой. Плюс у нас здесь вот такой вот козырек. И остальные части, собственно, идут как в блендере. При этом у нас он совершенно непроходимый. Видите? Я не могу пройти вообще. Собственно, как увидеть, что вы накосячили, даже не подходя? Нажимаем особенности, и вот тут глазик, сложная оболочка. И что мы видим? Мы видим огромный косяк. Несмотря на то, что этот треугольник не доходит даже до конца здесь, он все равно дает нам сбой физики, из-за чего мы не можем ходить. Кроме этого, внутри у нас тут тоже та еще катавасия с физикой, которая, даже если мы проникнем внутрь, не даст нам спокойно передвигаться. В таком случае можно, конечно, сделать объект фантомным. Тогда мы сможем здесь ходить. Но мы будем проваливаться сквозь пол, и стены тоже будут проходимые. Тогда нам придется делать... я забыла объект сменить. Тогда нам придется делать примовые стенки, вот такие, чтобы по ним проходить, отстраивать. Это все будет дополнительные примитивы. Очень много я вижу зданий, в которых есть такие прозрачные стенки, прозрачный пол, чтобы ходить. Но это все дополнительные примитивы, а их у нас уже 16. И если мы отстроим даже просто чисто коробку, стены и пол, даже по самой минималке, у нас добавится примов, и мы уже будем приближаться к 30, а то может и перевалит, смотря как детально мы захотим делать все. Третий вариант, который у меня здесь стоит, технически второй, это уже рабочий вариант. Как видите, я спокойно захожу в него и спокойно в нем передвигаюсь. Можем еще полетать. Спокойненько все летается. Здесь вот немножко есть некоторые... А, нет, нету. Да, есть немножечко, вот где-то тут зазубрено. Но это, если немножко лучше посидеть, то будет все нормально.
Это даже в физике не видно, но где-то там под потолочком есть немножко проблема. И как видите, при отдалении камеры у меня здесь треугольник ломается. Но это, скорее всего, в блендере я что-то нахимичила. Это надо проверять. Но я думаю, если сделать это более аккуратно, не так в спешке, как я. Так, почему у меня поехала эта текстура? Мне кажется, это не оттуда текстура. Да, вполне возможно, что не оттуда. Найдем. Да, вот она. Кроме того, мы сейчас вот включаем... у нас уже включена оболочка. Как видите, у нас оболочка очень такая детальная. Мы ее даже почти не видим. Нужно сделать прозрачность. У нас, считай, оболочки вообще почти нет. Такой, чтобы мы ее видели. Но при этом мы спокойно можем ходить. В чем разница, спросите вы? Разница заключается в том, что в первом варианте у нас была объединена вот эта часть, и она создавала дополнительный баг. Тут вот тоже идет. И здесь тоже баг. Даже если бы мы загружали эту модель точно так же, как я сейчас покажу про загрузку этой, у нас все равно получился бы этот косяк. Я проверяла. Так, вот тут сбросилась настроечка немножко. Вот. В то же время, если мы загружаем модель, в которой эти части отделены, то есть не создают они здесь единого какого-то объекта, не создают дополнительной головомойки для SL, и здесь тоже они не соединены, то все проходы создаются нормально. Проще говоря, если вы хотите сделать проем, то вам нужно загружать отдельно. Опять же, если загружать отдельно, сразу у многих появится такое волнение, что это же все настраивать надо. Нет, настраивать не надо. Вы просто после того, как разделили на нужные группы, нажимаете А, чтобы у вас выделилось все. Экспорт, DAI, не аватар, просто DAI. Здесь ставите галочку «Только выделенные» и экспортируете. Когда вы будете загружать это в SL, нет, тут у меня вот, у вас будет целое здание. Вот оно, видите? Целое здание. Чтобы крутить в этом окошке, это Ctrl-Alt зажимаете и левым кликом спокойно можете крутить. А если только Alt, то можно приближать и отдалять. Здесь я оставила как есть, но возможно, чтобы вот это не багало, может на каком-то из уровней немножко побольше надо сделать. И потом в физику переходите. Здесь вы выбираете из файла, обзор и загружаете DAE-шку свою. Здесь я, по-моему, выбирала просто поверхность, да. И здесь я выбирала остаток. Вот, чтобы все части разноцветные были. Рассчитать плату. Немножко подождем. Вот. У нас получается 6 прим, при этом загрузка на сервер и физика довольно низкие. Конечно, стоимость это будет 41, потому что мы не уменьшали здесь, еще физику накинули. Но за низкие примы это терпимая плата. Я отменяю, потому что у меня уже есть в загрузках этот файл. И вот в таком размере он у меня загрузился. В этом размере он весит 6 прим, как и сказано. После растяжения до размеров моей заготовки он стал весить 7 прим. Обратите внимание, что объект, разделенный на большее количество кусков,
и с более правильной физикой весит почти в 2 раза меньше, чем наш объект, который не был поделен так сильно, как этот, и имеет плохую физику. Здесь у нас 16 прим, а здесь всего 7. Даже больше, чем в 2 раза. В плане текстур я здесь подгрузила их в режиме локального просмотра. Это очень удобно, когда вы рендерите, чтобы просматривать. Просто загружаете и очень удобно просматривать. В плане стекла у меня есть маленькая рекомендация. Вот вы могли уже заметить, что у меня открыт такой файлик, похожий на мыльный пузырь. Собственно, это мыльный пузырь есть. Можно в идеале сделать его так, чтобы он был бесшовным. У меня он, к сожалению, с шовчиками. Перетаскиваем его на нашу текстуру стекла. И пока я экспериментировала, я, по-моему, настраивала где-то так. Почему именно мыльный пузырь? Эту идею я нашла в одном из зданий фэнтезийной такой тематики. И мне она очень понравилась. Вы, возможно, уже видели мой пример с домиком мороженое. Там я как раз применяла этот вариант стекла. Я даже не использовала рендер, я просто натянула такую текстурку. Конечно, вы можете на зарендеренный вариант натянуть текстуру мыльного пузыря, сделать ее более грамотно, сделать какие-то грязные подтеки по краям, особенно если это в сабстансе, то это можно будет достаточно легко сделать. Но вот для такого вот более стеклянного варианта, каких-то бликов и оттенков, мыльный пузырь прям очень хорошо подходит, чтобы легко и быстро это создать, даже без рендера. Вот, собственно, у меня здесь получается натянута текстура, которая никак не зарендерена, но она смотрится даже лучше, чем это. Если мы даже поставим сюда на 70, как и там, то с мыльным пузырем будет смотреться намного выгоднее, чем эта зарендеренная текстура. Как видите, первый вариант у меня довольно темный получился. Это опять же зависит от того, что у меня слишком большой объект был взят. На новый вариант я тоже забыла еще уменьшить на тот момент. Я уже когда сделала рендер половины текстур, вспомнила, что это из-за того, что у меня слишком большой объект. Здесь я забыла лампу дополнительную поставить, чтобы у меня потолок не был такой затемненный. Конечно, когда вы будете делать это все уже на продажу, либо для себя, это все продумывается, просматривается более внимательно. Чтобы вот не было этих темных теней, надо внутрь поставить больше ламп. У меня стоят все лампы снаружи, поэтому снаружи у меня достаточно светло и хорошо, а внутри куча шума и темной текстуры. К слову о шуме, возвращаемся к тому, что у меня здесь плохая развертка. Она достаточно мелкая, нелогичная, поэтому шум местами очень сильно растянут, особенно вот тут видно. Здесь также ребит из-за того, что я не работала над стыками. Местами у меня даже стекло не доходит до конца. Но это, опять же, как я уже говорила, просто из-за того, что я не настраивала, не старалась особо сильно. Я хотела показать вам самые основы. Надеюсь, вам это поможет. Скоро мы начнем изучение блендера. Блендер победил у нас в голосовании с большим отрывом, но ZBrush мы также будем проходить. И еще завтра я вам опубликую постик, в котором расскажу о своих планах и о том, как мы будем вести уроки в дальнейшем, о системе. В общем, будет много интересного, много нового. Надеюсь, у вас все получится. Жду вас у себя в группе. До новых встреч. Я уже заплетаюсь. Время 4 утра. Спокойной ночи. До скорого.